Однажды она Осень, осень. встретила его, и вместе они написали песню про нее. Я слишком отвыкла. Я слишком свободна. Это канал «Звучит круто». Меня зовут Женя, и сегодня мы разберем очень любопытный поп-хит. Это не кавер, это не ремикс, это не мешап, это не сэмплирование, не интерполяция. Это оммаж, который сочетает в себе многое из перечисленного. Сейчас мы узнаем, что именно и почему песня группы «Винтаж» «Ева» по-своему уникальна. Итак, 2009 год, тональность до диез минор, темп 125 ударов в минуту. Слушаем. Казалось бы, ничего не предвещало, да, зная, что это такой большой поп-хит, и ничего не предвещало вот этого тихого акустического начала под гитару. Я не знаю, почему музыканты решили так сделать, но звучит хорошо, это во-первых. А во-вторых, я не знаю, я сейчас играл и подумал, может быть, песня началась как раз с вот такого вот гитарного перебора, когда сидел автор и подумал, а что если я посвящу песню Еве Польне и использую в ней разные цитаты гостей из будущего? И побежал записывать. А о Еве Польне и о гостях из будущего дальше давайте пока разберемся, что у нас в первом куплете. Гармония такая. До диез мажорный септаккорд, тоника. Соль бемоль минор доминанта. Фа диез минор субдоминанта. Си мажор, седьмая ступень мажорная. Давайте слушать вокал. Слезы — это соль, а потом вода. Под конвоем время ведет куда. Что мы здесь слышим? Во-первых, основной вокал, конечно же. Вокал тоже Анны на октаву ниже. И легонько-легонько я опять слышу здесь шепот. Если вам не слышно, попробуйте надеть наушники и послушайте еще раз. Слезы — это соль, а потом вода. Потом вода. А потом, на самом деле, этот шепот проявится гораздо громче, и вы его точно еще услышите. Дальше играет вместе с гитарой, которая у нас звучала в выступлении, бас-гитара, вот так она звучит. Бас, очевидно, живой. Играет тут пару неожиданных нот, сейчас покажу. До диез, соль диез, фа диез, ре диез. Ре диез — это третья ступень как раз-таки от си мажора. И в конце вот такое обыгрывание еще. На самом деле ничего сверхнеобычного, просто, интересно, что в поп-хите начало вот такое вот совершенно акустическое, легкое, нежное. Это мы еще барабаны не слушали. Давайте-ка я их включу вам отдельно. Они точно вдохновлялись Тимбалендом, потому что какой-то год, 2009, звезда Тимбаленда уже катилась к закату, наверное, но многие еще им вдохновлялись, это точно. Вот такой вот тоже полуакустический, какой-то сэмплированный, полубитбоксовый бит у нас здесь. И давайте еще раз послушаем все вместе. Две любви прошли где-то стороной. Появляются еще бэки. Во-первых, Анна поет верхний бэк, давайте вот этот вот. Где-то стороной. Две любви прошли где-то стороной. Вот это «Две любви прошли». А во-вторых, мы здесь еще слышим вокализы, собственно, от второго вокалиста и автора песни «Винтаж». Его зовут Алексей Романов. Вот так и пишется, Романов. Как говорится, приятно познакомиться. И мы дослушиваем куплет
А группой «Гости из будущего» еще даже и не пахнет. Как так, спросите вы, а я вам скажу, что самое интересное начинается прямо сейчас. И не хочешь третьей любви такой. Эй. Первое, что мы тут слышим, это вот этот красивейший пэд, который, кстати говоря, у нас играет новую последовательность аккордов. До диез минорный септаккорд. Дальше меняется. У нас ми мажор с 6 ступенью, с до диезом. Ля мажор, си сус 4 и как бы разрешается все мажор. И повторяем. Появляется голос Алексея Романов. Интересно, отклоняется фамилия Романов? В общем, появляется либо голос Алексея Романов, либо голос Алексея Романова, и он поет вот это знаменитое. Его голос тут отфильтрован. Сначала срезаны все верхние частоты, да даже средние, один только низ. И постепенно фильтр открывается, и он такой, тут вот это не совсем голос, это скорее партия, которая могла бы сыграна быть на каком-нибудь инструменте, типа вот. Но он ее пропевает, звучит красиво, ну правда, прям прикольно. Перед тем, как перейдем к самому сладкому, еще скрипки здесь появляются вот такие. Они нас прям готовят к чему-то, да, чувствуете? Такие немножечко в стиле диско скрипки. Кстати, они потом уходят куда-то на задний план. Как всегда, у меня нету официального мультитрека этой песни. Я это все раскладывал на дорожке с помощью нейросети. И у меня постоянно спрашивают, а что за нейросеть такая? Я сначала отвечал всем в комментариях. Реально, под каждым видео, наверное, 50 комментариев, что за нейросеть такая. Потом я уже стал писать ее титром, все равно спрашивают. В общем, уверен, что меня снова будут спрашивать, в какой нейросети я все разложил на дорожке. Как говорится, подсказка у вас на экране. А мы продолжаем. И вы уже слышите, что вместе с голосом Алексея Романов в записи появляется что-то прекрасное, что-то такое родное и милое нашему сердцу. Давайте еще раз послушаем. А это как раз-таки появляется тот самый сэмпл из песни «Гостей из будущего» «Беги от меня». Давайте попробуем его воспроизвести, потому что, ну, это живая классика. Я точно знаю, что в басу звучит орган от Korg M1. Откуда я этого знаю? Потому что на моем любимом канале Longplay целый выпуск посвящен вот прям конкретно этому звуку, как он изменил танцевальную музыку, как его там друг у друга артисты заимствовали, перезаимствовали. Как видите, у меня нету синтезатора Korg перед собой, но этот звук можно легко скачать в интернете. Я скачал пресет для своего синтезатора Serum. Вот он, бас, M1 орган. Он тут немножечко отличается от того, что нам нужно. Вот этот осциллятор я опущу на октаву ниже. Воу! Чувствуете? Сердечком. Ой-ой-ой. И давайте еще, наверное, я ему добавлю немножко дилея. Вау, какой родной и какой классный звук. Ну а чтобы получить вторую составляющую этого легендарного хита, достаточно открыть, мне кажется, вообще любой синтезатор, вот самый простой. Я опять-таки открываю свой Serum, но это может быть реально любой синт. Значит, он у нас на старте имеет вот такую огибающую пилу. Находим самую простую советскую синусоиду, которая должна у каждого лежать в подвале буквально. Ой-ой-ой, чувствуете? Добавляем немножечко ревербератора. Это уже даже не обязательно. Но для вайба вы сейчас поймете.
Боже. Давайте-ка попробуем соединить два этих синта вместе. Воу! Эта музыка качает так, что никаких ударных не надо. Под нее уже просто хочется выйти и танцевать. А если вам не хочется под это выйти и танцевать, ну, не знаю, сходите к кардиологу, возможно, у вас просто нет сердца. Если интересно, что у нас тут? Гармонию вы помните? До минор, ми мажор, ля мажор, си. Вот этот верхний синт играет ре диез, ми, ре диез, до диез, соль диез. А, собственно, тот, который бас, он почти повторяет басовую гармонию, только тут добавляет одну нотку, получается до, ми, ля, си, соль диез в конце. 5 нот всего лишь. 5 нот по счету. Ровно 5. Но что они в себе вмещают? Вам, молодым, не вдруг обнять. Так-то. Тем временем песня у нас набирает обороты, и давайте уже слушать, что там будет дальше. Тут у нас дуэтом поют Алексей и Анна. Пусть все будет, как решит монолог твоей души. Появляется кик, драм и снейр. Пока что еще без перкуссии, потому что это у нас еще разгон. Баса еще тоже пока нет. То есть у нас пэд, барабаны, вокал и вот этот сэмпл из «Гостей из будущего». А давайте мы с вами будем записывать, как именно группа «Винтаж» использует заимствование в своей песне. Начинаем мы, собственно, с сэмплирования. Почему вообще я так подробно на этом останавливаюсь? Давайте расскажу. Вы скажете, ну мало ли где сэмплы используются. Да он в хип-хопе просто в каждом первом треке, не знаю, в танцевальной музыке повсеместно, в поп-музыке тоже повсеместно, что ты к этому сэмплу прицепился. Дело в том, что вот этим сэмплом песня не то что не заканчивается, все только начинается. И «Винтаж» будет очень интересно работать, собственно, с наследием «Гостей из будущего». Именно поэтому я взял эту песню не потому, что она там она хорошая, не потому, что это хит, а потому что, ну, как бы во многом это уникально. Я до вас буду постепенно эту мысль доносить. Значит, здесь у нас используется сэмпл. Ну, если кто-то не знает, я уже много раз рассказывал, что такое сэмпл. Это когда берешь кусочек чужой музыки, прям вырезаешь его, вставляешь в свою песню, и на основе него делаешь, ну, что-то новое. То есть не кавер-версию, а какое-то новое произведение. На самом деле, может быть, это не сэмпл, заинтриговал, да? А может быть, это интерполяция. Я пока не могу вам точно сказать, потому что такое интерполяция? Это когда музыканты берут сэмпл и не вырезают его из оригинальной записи, а просто создают с нуля, как я сейчас сделал. Это бывает по двум причинам. Из-за авторских прав. То есть могут взять сэмпл, чуть-чуть его там, чуть-чуть изменить, и как бы и уже за авторские права не притянешь. А часто еще бывает из-за того, что, ну, в оригинальной записи он, может быть, где-то звучит там на заднем плане, могут быть какие-то ненужные призвуки, и иногда проще, чем вот это все очищать, особенно раньше, когда не было нейросетей, взять и перезаписать заново, вот. Ну, лично я так 100 раз делал в разных своих записях. Как сделала группа «Винтаж», мы не знаем, да это и не так важно. Главное, что вот оно звучит, ну, один в один, как в оригинале. И эмоции уже накалились до такого, что ну, нельзя терпеть дальше, давайте скорее переходить к припеву. Ты Венера, я Земля. Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Наконец-то припев и аранжировка раскрывается на всю катушку. Во-первых, в дорожку барабанов добавляется окончательно перкуссия. Опять этот трын. Добавляются характерные для хаоса хай-хеты. И снова какая-то интересная вот эта перкуссия в стиле Тимбаленда. Давайте-ка послушаем. Вау. Добавляется бас у нас наконец-то. Уже не бас-гитара, сыгранная вживую, а, очевидно, синтезаторный бас. Вот такой.
Я его воспроизвел. Не знаю зачем, просто ради интереса. Вот он. Не очень сильно похоже на оригинальный бас. Я как-то к этому не стремился. Просто показать, значит, что у нас тут играет, какие нотки. А нотки нам эти уже прекрасно известны. Начинается с до диез, ми, ля и что там последнее? Си. Си на октаву ниже уходит. И еще в звучании этого баса важно, что на него наложен эффект сайдчейн. Я про этот эффект уже рассказывал в выпуске про Веру Брежневу. Бегом смотреть, если еще не смотрели, там вообще интересно. Сайдчейн — это такой динамический эффект, который, скажем так, подавляет сильную долю в инструменте, чтобы освободить место для кик-драма, для этого. Вот смотрите, бас, если без сайдчейна, звучит вот так. Если выкрутить его на полную катушку, будет звучать так. То есть он прям убирает у него первую долю, чтобы бочка в нее долбила. Вот. Но, как я понял, бас там прям не на 100% накручен этот эффект. Поставим на 75. Вот. С басом мы разобрались. Он, в общем-то, простой. На заднем плане я слышу еще какие-то синтезаторы. Наверное, не будем сейчас это подробно разбирать, потому что все равно на заднем плане. Собственно, сэмпл от «Гостей из будущего» уже раскрылся на всю катушку. Помните, он вначале был отфильтрован? А если не помните, я вам покажу. Я же про это не рассказал. Это я вас проверял. Дайте я сейчас воспроизведу. Вообще, и покажу, что такое фильтр. Ну, вообще, название фильтр говорит само за себя. Это такой эффект, который срезает с дорожки либо верхние частоты, либо нижние частоты срезает целиком. Иногда он срезает только какой-то спектр частот. В данном случае изначально с сэмпла срезаны все верхние и даже средние частоты. Вот. И, кстати, с голосом Алексея Романов, который Lonely Lonely, также было сделано. И фильтр плавно открывается. И таким интересным способом очень классно делать там появление каких-то новых партий в аранжировке, наоборот, исчезновение, то есть не чтобы громкость затухала, да, а фильтром как-то интереснее. В общем, очень по-разному можно фильтр использовать. Вот здесь он используется для такого разгона, да, у нас как бы из ничего появляется и нарастает, во-первых, голос, во-вторых, вот этот сэмпл. И говоря о сэмпле, конечно же, давайте уже переходить ко второму повторению первого припева. Значит, припев один раз заканчивается, и когда мы идем на следующий повтор, появляется это. Ева, я любила тебя, твои пластинки слушала я. Алексей здесь начинает просто буквально петь цитаты из песни «Беги от меня», вот эти. Тебя, твои пластинки слушала я. Чувствуете, да, как креативно подошли? Они не только засэмплировали, но и процитировали «Гостей из будущего», а мы давайте запишем себе в заметочки. Вот это уже точно 100% интерполяция. Потому что, ну, прям слышно, что это поют сами Винтаж, а не «Гости из будущего». Голос отличается. Можно назвать это цитатой, ну, давайте называть по науке. Интерполяция. И слушать дальше. Ах, Ева, я любила, в зеркале ищу отражения. В зеркале ищу отражения. Припев заканчивается, начинается второй куплет, и кто смотрит мой канал, а кто не смотрит, подпишитесь, пожалуйста. Так вот, кто смотрит мой канал, знает, что я часто второй куплет просто пропускаю, потому что, ну, он тупо повторяет первый. У группы Винтаж не так, потому что первый, помните, был такой акустический, лирический, а здесь уже идет конкретный дэнс. Но, конечно же, накал по сравнению с припевом спадает и звучит вот так. Помните, я вам говорил про то, что этот шепот мы еще услышим? Так вот, если в начале Анна шепотом как бы дублировала свой голос, то во втором куплете она шепотом уже себе как бы вторит как эхо. Вот послушайте. В зеркале ищу отражения. В зеркале ищу отражения.
Барабаны у нас чуть-чуть затихают. Смотрите, в припеве они звучали так. В куплете начинает звучать так. Остается один кик-драм, по-русски говоря, бочка. И он еще, как мне кажется, немножечко отфильтрован. То есть у него похоже, что верх немного срезан, и, может быть, даже низ немного срезан, как бы, чтобы чуть-чуть разрядить обстановку. Бас. Рисунок у баса остается такой же, как я слышу, но давайте тоже сравним с тем басом, который был в припеве. Это куплет, а вот припев. Нет, все-таки рисунок чуть-чуть меняется, да и сам бас, он становится вот здесь, он как будто состоит из множества слоев. Я слышу там верхнюю октаву, я слышу какое-то искажение или там, не знаю, пилу. А здесь остается такой монофонический легкий бас. Еще раз послушаем. Не будем сильно на этом задерживаться. Что еще у нас здесь присутствует во втором куплете? На заднем плане звучат синтезаторы, вот они. Тоже, кстати говоря, с эффектом сайдчейн. Слышите, как они вот так вот продавливаются под бочку? Давайте вместе с бочкой вам включу, и вы поймете, что такое сайдчейн. Качает, да? Алексей у нас начинает петь бэки, какие-то вокализы пропевать. И возвращается наша любимая перкуссия, вот она. Вау, вы слышите этот бум? Он к чему-то нас приближает. А приближает он нас ко второму предприпеву. Ева, я любила тебя. Бля, когда она в клипе переодевается в Еву и надевает этот парик, у меня прям мурашки. Не знаю, как-то это так трогательно, все такое признание. И, кстати, да, чтобы не навлечь проблемы с законом на группу «Винтаж», я, наверное, не буду вспоминать, что и Ева Польна в своей песне использовала отсылки к гомосексуальной любви. И Анна Плетнева тоже поет «Ева, я любила тебя». Поэтому ничего не было, просто слушаем дальше. Я тебя, твои пластинки слушала я. Второй припев я тоже, как правило, пропускаю, потому что, он копирует первый. Тут не так. Он все-таки чуть-чуть отличается. Значит, у нас идет разгон, 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 предприпев, и мы влетаем в припев. А тут звучит уже прям такой EDM, предвосхитивший, да, свою эпоху уже десятых годов. Почему так звучит? Потому что у нас пропадают всякие пэды, скрипки, остается у нас бочка клэп и практически без перкуссии. Бас становится разреженнее. Пауза. Пауза. Там, где я говорил пауза, раньше он тоже продолжал играть. Да и все, пожалуй. Ну и где-то там совсем-совсем на заднем плане звучит снова сэмпл «Гостей из будущего». И он набирается дальше вместе с остальными инструментами. И ко второму повторению припева мы подходим уже снова, как говорится, с аранжировкой на все бабки. Слушаем. Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя. И здесь уже звучит все, что у нас было до этого. И, может быть, даже что-то новое добавилось. Но тут уже так много всяких инструментов и звуков, что не вычленить, если честно, что новое добавилось. Припев заканчивается, и мы приходим в этот красивый бридж. Кончились наши дни, знаешь, кончились наши сны, знаешь. Ну что сказать, здесь Винтаж уже просто берет кусок песни «Гостей из будущего», тоже бридж, из той самой песни «Беги от меня», и просто вставляет в свою песню. То есть уже как-то не встраивает в аранжировку, а просто в своей песне поет кусок «Гостей из будущего». Давайте скорее запишем. Как же нам это обозначить? Ну, наверное, это уже буквально можно обозначить как кавер / цитата. Наверное, так.
и давайте разбирать, из чего эта цитата состоит. Ну, понятное дело, голос Плетневой. Кончились наши дни, знаешь, кончились наши сны, знаешь. Она здесь пытается еще и перенять как бы манеру исполнения Евы Польной, и у нее хорошо получается. Я когда впервые эту песню слышал, я думал, что это какой-то у них дуэт. Вот, но нет, я так понимаю, что это все-таки поет Плетнева. Но Плетнева здесь поет не одна, а вы снова можете слышать, как она шепотом себе помогает, и за счет того, что накладывается ее шепот, это все вместе звучит так. Нежные мои пальцы гладишь, нежные мои губы любишь, глубиной моря манят, губят мои глаза. Тут шепот буквально выходит на первый план, а Анна, собственно, поет как будто бы бэк своему шепоту. Дальше здесь у нас супер красивая последовательность аккордов. И вот в этом месте послушайте, как нарастает напряжение. И мы влетаем в кульминацию и в последний припев. Я любила тебя, твои пластинки слушала я. Тут звучит все, что звучало до этого, и бас, и мощные барабаны с перкуссией, и вот эти скрипки наши любимые. И, конечно, голоса наших вокалистов Алексея и Анны. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Мне часто в комментариях пишут, вот бы ты разобрал, какие эффекты наложены на том или ином инструменте. Я не могу этого сделать, объясняю почему. Окей, здесь я хотя бы могу сказать, что вот на голосе слышен сильный ревербератор и сильный дилей, там, с задержкой, наверное, в 1/4. Я же не знаю, как дорожка выглядела, когда она была записана. Ну, предполагаю, что там, наверное, накладывались какие-то компрессоры, эквалайзеры, сатураторы, может быть. Но что именно, даже если бы у меня была исходная запись и конечная, и то очень сложно предположить, как конкретно ее обработали. Но тут было бы, наверное, интересно хотя бы поприкидывать, а как можно из вот этого получить вот это. У меня же есть не просто конечный мультитрек, у меня вообще есть мультитрек, сделанный с помощью нейросети. Помните какой? Единственный выход из ситуации, знаете, вот если на меня все-все-все подпишутся, я стану знаменитым и буду приглашать к себе артистов. А вот у них уже можно спросить, а вы там вот что, вот какой эффект использовали, а почему такой? И так далее. Ну ладно, что-то я разболтался. У нас тем временем песня-то подходит к концу, и заканчивается она соло голосом Анны Плетневой. Вот так. Ах, Ева, я любила. Но это не все. Потому что здесь в конце появляется еще вот такой вот отголосок. Будет делать все. Будет делать все. Что все, я не знаю, но я даже боюсь предположить, потому что в одном из своих интервью Винтаж рассказали вот такое. Она там шепчет. Это не очень различимо, но понятно, что что-то шепчет. Ну давайте, уже столько лет прошло, и я открою тайну, а что она шептала там. Внимание. Я буду делать все. Хочу Ну что ж, а теперь точно. все. Переходим к заключению. Первым делом подведем итог все-таки тому, как разнообразно Винтаж цитирует гостей из будущего. Здесь у нас и сэмплирование, и интерполяции, и цитаты, и почти полноценный кавер в середине. Но это все лишь половина, ведь текст песни тоже посвящен Еве. То есть ко всему этому, к музыкальной составляющей, добавляется еще и смысловая часть. И все это превращается вот в такое красивое признание в любви своему кумиру. Кстати, интересный момент. Я когда песню услышал, представлял себе, что Плетнева была такой юной, маленькой, ну вот как я, например, в это же время, и заслушивалась песнями гостей из будущего. Но оказалось, что она просто очень молодо выглядит. И на момент, когда гости из будущего были в зените своей славы, там, 99-й год, ей уже было 20 с лишним лет. Более того, она сама уже была известной артисткой и пела в группе «Лицей». Так что же круто в группе «Винтаж», а точнее в этой песне? Она просто дышит любовью. Мне не удалось вспомнить ни одного исполнителя,
который бы так умело использовал цитирование в музыке, когда берутся сэмплы, фразы, отсылки, цитаты, но на основе всего этого создается совершенно новая песня. И не просто с отвлеченной темой, а с настоящим эмоциональным признанием в любви любимому артисту. Если вы знаете еще примеры, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Кстати, да, иронично, что теперь уже на саму группу «Винтаж» делают вот такие крутые ремиксы. Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я. А это значит, что их музыка действительно ушла в народ. Больше любви народу. На этом все. Заканчиваем сегодняшний выпуск. В следующий раз нас ждут новый исполнитель, новый стиль, новое десятилетие. А пока давайте признаем, «Винтаж» звучит круто.